Для вашего удобства сделаны субтитры на английском и прочих языках. Пожалуйста, выберите нужные вам. Спасибо. Subtitles in English and another language are made for your convenience. Please choose the ones you need. Thank you. Греция. Что может быть лучше Греции? Омываемая Эгейским морем на востоке, Ионическим на западе, Средиземным и Критскими морями на юге, Греция пленит не только оливками и вином, а также островом Санторини, греческими богами и, конечно же, Афинами. Именно в Афины мы отправимся с вами в первую очередь. Наш верный папуг с удовольствием продемонстрирует нам потрясающий вид сверху. Икар не простой папуг, это степной орел. В длину такой красивый орел может быть от 60 до 85 сантиметров. Главным пропитанием для икара остаются грызуны, а больше всего он любит сусликов и зайцев. Очень агрессивный папуг. На данный момент степной орел занесен в Красную книгу, так как является вымирающим видом. Смотрите, какой красивый. Наш икар, конечно же, никогда не умрет, и благодаря нему мы можем наблюдать за дивными видами Афин. Афины являются столицей Греции, расположены в Аттике. Это одна из самых старинных областей Греции еще со времен Древней Греции. Аттика поделена на несколько регионов, или, грубо говоря, областей или штатов, такие как Центральные Афины, Северные, Западные и Южные, Восточная и Западная Аттика, Пирей и острова. Сегодня мы остановимся лишь на самих Афинах и не будем трогать острова и отдельные территории. Именно Афины для Греции стали важным культурным центром и являлись прибежищем для философов, которые любили размышлять о бытие, художников, скульпторов и торговцев. Ведь там, где есть люди, есть деньги. Афины смогли не только устоять в Древней Греции, а также не потеряли своего очарования после Золотого века. Город смог пережить колоссальные изменения. В один период открытые философские школы закрывались, а другой было принято христианство, и в этот момент Афины были на грани разрушения. А в какой-то война с Турцией, казалось, убьет город наповал. Сейчас же Афины — это по большей части туристический город, в который стекаются люди со всех концов света, дабы хоть на некоторое время приблизиться к эпохе богов и посмотреть, что же стало с одним из самых красивых и влиятельных городов мира. Афинский Акрополь — это одно из самых знаменитых мест во всей Аттике. Акрополь — это не просто какая-то постройка, это целая экосистема, состоящая из Парфенона, Пропилеи и храма Никеоптерос. То есть это комплекс зданий, который и назвали Афинским Акрополем. Например, в мире обывателя есть коридор или проход, а далее идет комната. В архитектуре же существует такое понятие, как пропилеи. Это своего рода тот же проход, только вот внимание ему уделяют особое. Пропилеи — это само название сооружения не только в Греции. Это именно обозначение огромного массивного прохода с высокими колоннами или архитектурными сооружениями. Однако пропилеи Афинского Акрополя по сей день остаются самыми величественными и являются примером великой архитектуры Древнего Рима. И вишенкой на торте выступает сам Парфенон. Это главный древнегреческий храм в Афинах, посвященный Афине. Однако все не так гладко и прекрасно. После ограбления в V веке храм был перестроен и посвящен Святой Софии. Таким образом, здания разрушали, отстраивали, меняли архитектуру и самих богов. Однако Парфенон все-таки смог сохранить какую-то часть и остаться культурным наследием. Далее в 2000-х годах Парфенон снова подвергся реставрационным работам. Само строение велось под непосредственным руководством Фидия. Это один из наиболее известных скульпторов древней эпохи. Греки приложили все усилия, чтобы именно Парфенон остался на века, и в какой-то степени у них получилось. Древняя Греция, и не только она, в этот период славилась своей детализацией в архитектуре. Вы всегда найдете мелочи во всех фресках, красивые отделки на крыше и рельефные колонны. В то время этому уделяли огромное внимание, и таким образом скульпторы и художники Греции вошли в историю как одними из самых великих творцов планеты Земля. Акрополь — это не вся благодать Афин, и сейчас мы направимся к Одеону Перикла. На самом деле это маленькое здание, в котором проводились дебаты между политиками, а также совещания и обсуждались предстоящие законы. Театр Диониса располагался близко к Одеону Перикла и имел более широкую площадь и специализировался только для театральных актеров. Театр был не совсем такой, каким мы привыкли его видеть сейчас. Театральные интеллигенты соревновались на звание лучшего актера благодаря состязаниям. Авторам предстояло изобразить 3 трагедии и 1 сатировую драму. На данный момент остались лишь места зрителей, и то только те, которые не развалились. Особенность строения позволяла оратору находиться в центре внимания, а зрителю видеть своего кумира со всех сторон, если, конечно, позволяло зрение. Еще один храм мы сегодня с вами посетим. Это Эрехтеон. В этот раз храм посвящен не только Афине,
Афине, а также Посейдону, богу морей, и даже человеку, афинскому царю Эрехтею. Никаких данных о правлении царя не сохранилось, зато его фигура обросла легендами и мифами. Сам храм делился на две части – это восточную и западную. Восточная часть была посвящена Афине, и к ней приносили женскую верхнюю одежду, называемую пеплос, во время проведения крупных праздниц, зовущими Панафинеи или Панафинейские игры, так как греческие праздники всегда служили поводом посостязаться. В западной же части проходило поклонение Посейдону и самому царю Эрехтею. Как мы видим, греки делили части храма по половому признаку. Женщины могли спокойно молиться и отдавать дань Афине, в то время как мужчины в большинстве своем приходили к Посейдону просить силы и мужества. Вы наверняка заметили, что на улице присутствуют подушки для отдыха, а одежда достаточно легкая. Да, так оно и есть. Греки использовали лен и шерсть, так как ближайшая фауна, состоящая из барашков, позволяла состригать их и пользоваться дарами природы. Не могу не отметить и особенность узоров, и с каким усердием создавалась одежда. Не только архитектура имела сильную детализацию, а также орнаменты на тканях. Греки использовали как геометрические, горизонтальные, а также растительные орнаменты на своей одежде. В V веке до нашей эры в Грецию привезли ткани и готовую одежду из Индии, и тем самым у греков стали популярны более восточные мотивы и длинные одеяния до пола. Греки были интересным народом. С одной стороны, они стремились познать суть бытия через философию путем абстрагирования от всего материального, а с другой стороны, их одежда и великолепная архитектура заявляла о себе на весь белый свет. Это были, по сути, две сферы, в которых греки могли хоть как-то выделиться. Такую одежду носить было непросто. Сейчас максимум, что требуется от нас, это хорошо прогладить штаны и сделать на них стрелки. В то же время ношение одежды считалось целым искусством благодаря сложности ее создания. Драпировки и линии должны были лежать точь-в-точь определенным образом. И если в семье имелась красивая одежда, она оставалась в этой семье на всю жизнь. И вот мы добрались до храма Фемиды. Ее уже нет в настоящий момент, однако сохранились записи, с помощью которых и воссоздали храм. Фемида является богиней правосудия, а также была второй супругой Зевса. Те статуи, которые вы видели с весами и закрытыми глазами, это она. Прогуливаясь по чудеснейшим улицам Афин, мы наблюдаем вазы. Еще одна особенность Греции – это вазопись. Так называется роспись сосудов и ваз. Особенностью вазописи стало использование особой краски и последующим обжигом. Все мы с детства знаем, что вазы хранят на себе греческую мифологию, похождения Геракла и прочих полубогов и богов. Они расставлены по всему городу и относятся к культурной особенности греков. Конечно же, самым видимым достижением является статуя Афины в центре Афин. Сам Фидия руководил и создавал данное произведение искусства. Мы видим золотой шлем с копьем, который символизировал победу в битве при Марафоне. Марафонская битва – это война между персами и греками в 490 году нашей эры. Друзья мои, сегодня мы путешествовали по Аттике и изучали местные достопримечательности. Это не конец нашего приключения, а только начало. В следующий раз мы изучим местное поселение и приедем в другие города. До новых встреч!